Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Я вижу этот силуэт, который бежал с копьем. У него на груди какая-то полоска белая, крест белый. И он целится вот сюда, как в сектор жертвоприношений. Когда он целится, я вижу, что открывается как какая-то крышка снизу, и что-то там такое вываливается, сыпется туда, в портал. Мгм. Так, а что это вываливается? Ну, давай, может, Людмилу найдем. Угу. Хорошо. Отсоединись Я от этой соединяюсь ситуации. от этого. Угу. На счет 3, Виктория, ты найдешь в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. Людмила. 1, 2, 3. А я вижу, что она как будто в такой какой-то емкости, вот от сердечной чакры вниз, как сетка какая-то черная и как резиновая. Она вот так то поднимается, то опускается, знаешь, так вибрирует. Угу. Вот, и вижу она что-то... Да, это ее энергосфера. Она как будто имеет какие-то такие точки в энергосфере и связаны такими черными этими полосками. Вот. И картина перед ней. Но ее... Почему я сказала картина? Ну, вижу такой образ, что она как будто бы наклонилась очень низко, Угу. как поклон бьет, что ли, перед такой огромной картиной. И как будто бы собирает там что-то на полу. А перед ней стоит какая-то картина, как зеркало. А за картиной стоит этот орден. Это этот силуэт, который там прыгал с копьем. Угу. Так. Да, да. Заморозь пока эту ситуацию, Виктория. Мгм. Отодвинь и считай Да. эфирную ДНК Людмилы. Она ли это? Ам, Это она, и она как-то так как просочилась сквозь такое пространство со стороны магии, как серое, а с правой стороны вот так, как будто ее задавило вот этими двумя шарами. И она вот так проскользнула между ними, как просочилась как будто бы. И вот на уровне колена правого берет там что-то и говорит: "Мой грех". Угу. Хорошо. Спроси у Людмилы, можно ли с ней потрудиться, с ней для нее разрешение. Да, она разрешает. Угу. Так, спроси у нее, какой грех она берет. Я вижу, она достает какую-то книга, как будто бы эта книга на какой-то лопате. Она как будто бы ее из печи вот так вытаскивает. Книга, такие листы желтые, старые, старинная книга. Угу. Вот. Так, что она делает с этой книгой? И я вижу, она ее вот так берет, как будто лбом в эту книгу, и эта книга уменьшается, и через третий глаз вот так вся проходит сквозь нее. И когда она прошла сквозь нее, то она стала как будто бы распята
на этом вот эти какие-то гвоздики. Мгм. Так. А считай информацию, как эта книга считывается. Я слышу посвящение. И вижу, что она вот так идет, и правой ногой вот так наступает и заходит как будто бы в ванну в какую-то. И в этот момент у нее в виде креста, где третий глаз, вот так кто-то разрезает, как ножом. Вот так и вот так ее пространство. Так, кто это Просто разрезает? Я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирным ДНК. так, я вижу там стоит этот силуэт, этот человек, а возле него толпа каких-то девушек, ну, женщин, но они как в духовном плане, как будто привидения. Мгм. А он весь черный, а они такие белые. Сейчас я посмотрю что-то, кто это такие. Мгм. Считывается как эти евангелисты. Мгм. Эти считываются женские фигуры, женская энергия в них. Они такие все как будто чуть-чуть такие не в себе, ну как привидения. Мгм. Вот и такие, знаешь, как невесты Христа, что ли, ну такие какие-то с какими-то фантазиями. Что-то они улетные сильно. Мгм. То есть они подчиняются, как бы играют в ту роль, а он, вот этот, весь черный, да. Так, вот этот черный, который главный там, я ему приказываю проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Он называет себя пастор и считывается как коллаборант. Мгм. А вот эти все, женские, они как привидения поют, а он черный. Он, Мгм. в эфирном плане, у него ноги лохматые, черные, козлиные, с вывернутыми коленями, как-то вперед. Так, я этому пастору приказываю отвечать, что он делает в пространстве Людмилы. Он, показывает, что он вот так вот разрезал ее голову, вот так и вот так в виде креста по третьему глазу. А потом как будто бы чем-то ее забивает в черное пространство вниз и говорит, что превращает ее в духа. Мгм. Так, посмотри, Виктория, что в этот момент происходит с эфирным телом Людмилы, когда она принимает это посвящение. Я вижу, что, ее божественная часть, вот как привидение, Мгм. уходит вниз, в такую каморку и садится. Я вижу, что там она вот так села, потом встала, и ее привязывает, по всем этим вот так. А вместо ее этой божественной части заходит этот дух. Мгм. Что Он это за дух? считывается как Мгм. коллаборант, безразличие к себе и Мгм. состоит из множества таких, рой, слышу, рой, из множества таких, как мух.
Мгм. Вот, и вот так он заходит прямо вот там, где этот разрезал, по этим разрезам. Вот поэтому я видела, что она вот так просочилась сквозь Мгм. такую щель. Вот эти, они так считываются, коллаборанты, вот эти духи, они как черные мухи обвивают ее и вот так сделают кольцо в голове. Мгм. Так, а что это за кольцо получилось? Как оно считывается? Вот это кольцо, оно вот так с этих как будто мухи и с роботов, как роботы металлические. А в эфирном пространстве это как раз и есть та сетка, которую я вначале увидела, которая вот так вот движется, Мгм. черная сетка. Так. Какое воздействие этот круг, эта сетка воздействует на Людмилу? Вот это я слышу одно слово, коллаборант. Так, а что это И за коллаборанты? не знаю, сейчас я посмотрю. М, Вижу, что вот там, где она села, в том пространстве, в секторе интерферентов, она села, знаешь, как на лавочку, на такую, в таком тесном черном пространстве. И берет сама же в свое пространство вот этих мух подгоняет с открытого портала. Мгм. Вот. А служитель врага, я вижу, слышу слово сонм. Сонм. Санома. Мгм. Сонм. И вижу, что она среди этих других женщин, как привидение, Мгм. они все кружат вокруг этого пастора. Ага. И вот так их руки, они как будто бы своими руками вот так входят в седьмую чакру ему. Они вот так кружатся против, как будто бы танец танцуют Мгм. вокруг одной оси. Но все считываются как привидения. То есть вот эти потерянные души, как будто бы их выбило из физического тела, и они находятся в отдельном пространстве от своей божественной души. Мгм. Так, а вот эти частички, да, которые кружатся, ты говоришь, они Да. кому принадлежат? Я вижу, увидела какую-то как комната, и там люди, больше женщин, чем мужчин. И не эти женщины, почему-то именно женщины, они вот так, как голубей вверх поднимают, вот так руки свои, поют такими тоненькими красивыми голосами. То есть это, получается, частички души не Людмилы, вот этих невест, или как ты там говорила? Они все в ее пространстве, все. Ага, ага. Это как а, коллективный разум, коллективные М, молитвы. мгм. И Это что вот они делают, вот это все эти души в личном пространстве Людмилы? вот оно что. Вот это все, эта конструкция находится в секторе магии. И это вот это, что я видела, как бежит этот какой-то силуэт и бросать копье. А Мгм, вот эта бочка, которая вот там находится, и куда он целится, и дно вот так у этой бочки мгм. открывается, как дверца, и высыпаются в сектор интерферентов. Так, что они высыпают?
высыпаются какие-то такие, считываются раздробленные части. Я вижу, что это как маленькие, такие ангелочки, как, феечки, с Мгм. крылышками. Они вот так все вылетают, ну, буквально падают. И вот там, где откуда книгу Людмила достала, я снова слышу посвящение. Посвящение в ангелы. Так, и вот эти маленькие ангелочки, это вот тоже частички души вот этих людей или там и Да, это Людмилы? совмещенное сознание. Мгм. Это как коллективная ответственность. Так. А в какое пространство они попадают, Виктория? Давай посмотрим. Они все идут в то пространство, где Людмила приняла решение. Я слышу кадуцей, совмещение, да, это где она решила совместить свою генетику, с генетикой, дьявола, служителя. То есть эти люди, я вижу, вот этот пастор, он как, коллаборант или перебежчик на сторону врага. Это вот Мгм. эти программы, их еще называют, стокгольмский синдром, когда человек, переживший стресс и который понимает, что он не видит, помощи ни от кого, он встает на сторону врага. Типа, Мгм. мы же свои, а своих же как бы, пощадят, вероятнее всего. То есть вот эта ложная надежда. Вот. И вот эта Мгм. книга такая, желтая, старая какая-то книга с черными такими там, это внутри какие-то. Мгм. Так, хорошо. Виктория, посмотри, контракт при посвящении Людмила заключает. Да, заключает. Мгм. Пусть она достанет этот контракт, покажет тебе его. Я слышу, она говорит: "Я стану ангелом". Но это не ангел, это, скажем так, я так бесплотных вижу. То есть это как будто бы отрезали, оторвали от М. нее часть ее, сознания, часть души, и она, в другой мерности живет, как в параллельной, без плоти. Мгм. То есть Призрак. оторвана, как призрак, да. Мгм. Мало того, у нее еще в ее она как бы соединена с этими другими призраками. Вот. Мгм. Хорошо, Виктория. Я приказываю всем сторонам этого контракта проявиться в соответствии их эфирном ДНК, стать по старшинству. Я вижу, что вот этот, пастор, в нем живет дух. Мгм. А этот дух от него вот так отошел, черный дух. Ну, и он проявился на какую-то долю секунды как человек. Вот. Почему-то в таких трусах, как в плавках. Мгм. Сверху как будто бы какой-то галстучек или что-то вот такое у него тут. Как бы пиджак, голые ноги. А там, где как будто бы у него не трусы такие семейные, а как плавки, но какие-то прозрачные. Потому что я все там вижу под ними, что просто как резиночки вот так вот. Как будто женские такие трусики. Мгм. Вот. И подключка у него идет такая белая, э, тоже в секторе интерферентов. А интерференты Приказываю, кто интерферентов со стороны, да, приказываю проявиться этому интерференту. проявляется вот эта целая куча, этот рой, эти мухи металлические, дух, так и звучит. Я вижу это типа рожу этого Вельзевула. Мгм. Так, понятно. Так, Виктория, с ним
Людмила заключила контракт? Да. Мгм. Так, давай посмотрим, на что согласилась Людмила в этом контракте. Я вижу ее вот так вот чах, как будто арбуз по половине, а потом вот так как-то чах, вот так. И он говорит: "Я превращу тебя в ангела". Мгм. Уж я не Ха. знаю, что они там учили в в этой школе евангельской, что там за посещение было, но я вижу, что это идет какие-то, а, вот это, говорит: "Превращу тебя в ангела". Мгм. Так. Вижу, что идет какая-то торговля. Проявилась Людмила на физическом плане. Мгм. Ее мысли, сейчас я спрошу, зачем ей это. Спроси ее. Ну, это типа, она говорит, ради своего благополучия решить проблемы. То есть, она в поиске Мгм. помощника, скажем так, какого-то, кто бы ей помог. И сейчас я посмотрю, на что она подписывается. Да, Виктория, Я посмотри. вижу, что от этих интерферентов идет такой посыл, что вот она будет как ангел, и она вот перемещается в сектор будущего. То есть идет это обещание, но я вижу, что она в отдельном, в таком как резервуаре. И когда она поднимается типа к будущему, то там все закрыто. Там будущего как бы и нет. И Мгм. она оборачивается, чтобы посмотреть, и я вижу, как черные эти а, нити, которые тянут. То есть угол зрения направлен к интерферентам. Мгм. Так, а кто обещал, что она будет ангелом? Сейчас проявилась какая-то сущность в секторе интерферентов, как будто ледяная, с крыльями. И она проявилась живая, сияющая в секторе миссии. Мгм. И они друг с другом вот так, как будто бы вот так пальцами дотронулись друг до друга. Мгм. Так, спроси у Людмилы, видит ли она, что это посвящение к чему привело? Да, видит. Мгм. Так, а видит Людмила, что они ее обманули, что она никакой не ангелом превратилась? Да, она видит, и я вижу, как она вот так делает. Как она вот так, я видела, как лбом эту книгу, вот так эта книга, и удар такой. А сейчас я услышала снова этот удар, но идет вот обратно. Эта книга выходит у нее. Мгм. Это Пусть, договор. да, пусть Людмила приказывает им говорить истину, во что они ее посвящают. Каждый должен говорить то, что собирается сделать. Я вижу, проявился вот этот типа ангел какой-то, как стеклянный, какой-то ледяной. Мгм. Это такая программа. Да, я слышу вот это слово «кшталт». Это какое-то польское, по-моему, слово. Форма Мгм. по-нашему. И вижу, как в эту форму просто вталкиваются ну, живое сознание, так мне идет, то есть живые души в в эту форму. Эта форма находится, кому-то принадлежит. Это как эгрегор.
Я слышу христианство. Какое-то альтернативное христианство. Ну, вот Мгм. это. Да. Принадлежит иезуитам. Я слышу эти иезуиты. Мгм. И самый главный хозяин этого эгрегора пусть проявляется. Приказываю самому главному хозяину этого эгрегора, ему приказываю проявиться в его пространстве согласно его эфирной ДНК. Проявился дух. Вот этот черный, который был в этом пасторе. Мгм. Это дух Вельзевул? Нет. Дух Вельзевула? Сейчас я посмотрю. Сейчас. Посмотри, Виктория. Я приказываю ему назваться, кто он. Мгм. Это как я слышу, считывается вот так, как всеобщий дух смерти, разрушения, а хозяин Мгм. его, этого духа, Приказываю хозяину этого духа, всеобщего духа разрушения, его хозяину я приказываю проявиться. появляются какие-то сущности, как ангелы черные, и они как будто вот так отодвигают какую-то крышку, Мгм. и там кто-то лежит, тяжело дышит. Понятно, кто там тяжело дышит. Ну так Сатанаил, это вот его это Мгм. творение. Это дух разрушения, да? Да. А Так, это как его ясно. дыхание, как его разум, как его дыхание. Ну, как дыхание отличает живого человека от мертвого, потому что дух жизни поддерживается. А, Мгм. вот это, когда человек дышит, он вдыхает энергию жизни, которая в эфире есть. Вот этот эфир чистый, это как дух жизни, наша материя живая. А Мгм. у них там этот дух смерти, это, скажем так, матрица. Они как дышат, и это поддерживает их смерть. Да уж. Так, я отсоединяюсь, там так Отсоединяюсь, Виктория. жутко. Отсоединись, Виктория, полностью. Все Да, чужеродные энергии отправляй туда вниз. Поднимайся выше. да, я смотрю тот момент, когда Людмила, вот она как привидение, как эта бесплотная душа, опускает правую ногу, как в колодец, в какую-то воду. Мгм. Правая Так, нога. оборачивается, смотрит на эту книгу, берет эту книгу. Я ей передаю информацию, что Передавай. происходит, и передаю, что Людмила а, э, хочет, это ее воля, расторгнуть этот контракт, как и все остальные контракты, с Мгм. Вельзевулом, с дьяволом, с сатаной, со всеми объектами антимира. Так, я вижу, она смотрит на этих людишек, которые там, эти привидения. Сама становится большая. Я ей передаю, чтобы она расторгла этот контракт. Мгм. И я вижу вот такой хруст, как будто бы кто-то кому-то кость сломал. И я вижу, что это она в своем пространстве как будто бы отломала эту черную ногу, которая вот так переместилась в этого духа, этого пастора. Она расторгает этот контракт, и я вижу, как эта связь, веревочка развязывается. Вот я вижу, она отменяет это событие, вот она подходит как бы к дому, к этому, и возвращается обратно.
Я ей передаю, чтобы она приказывала этому пастырю и этим всем духам и сущностям убирать их воздействие. И вот она протягивает руки и забирает там, где она сидела в Мгм. этом пространстве. И чтобы она оживила ее родную, я слышу, родную живую душу и вернула все частицы ее души. Я вижу, как вот это, как она была разрезана вот так и вот так, это все зарастает. А вот этот крест, он вышел с ее пространства и вот так падает на этого пастыря. Я ей передаю, эти завизжали. То они такие были, как ангелы пели, а сейчас, как, черные такие эти завизжали, как ведьмы, в рассыпную убежали. И она выходит с этого пространства. Я ей передаю, чтобы Людмила очищала все ее, я слышу, формы, М. божественные формы, и забирала с этого кшталта, с этой формы, этого, как, ее чистую энергию, и освобождалась от присутствия всех этих чужеродных энергий и вот Мгм. этого чужого разума, и от ответственности. Ну, как говорится, карму никто не отменял, а вот эти все посвящения, разрешения быть, вместе с, каким-то, эгрегором, сущностями несет, отпечаток ответственности. Мгм. То есть она этому духу приказывает забирать ихнюю ложь, насилие ихними руками, призывает силы кармы и Она это делает. Я вижу, Мгм. как этот, стеклянный ангел, он вот там как поднялся в, ее будущее, вот там он там и сидел. То есть вот это ее решение быть ангелом. Мгм. Вот. Так, пусть полностью расторгнет этот контракт и все чужеродное отправить в портал на аннигиляцию. Мало того, я вижу, что она, как разрубился этот, лоб, голова этого пастора, и она достает свою энергию с него. Мгм. Он как портал, этот пастырь. Вот так и люди о людях говорят: человек-портал. Вот оно как работает, видишь? Да. И я ей передаю, чтобы она вернула все частицы ее сознания, все ее решение. Мгм. Вот она возвращает сюда, где эта бочка там висела с этими штучками. Сейчас я смотрю, а там так очень много черной энергии. Так. И вот оно, прям смотрю, а оно звучит. Коллаборант. То есть вот эти феечки, что я раньше, когда-то 4 года назад вот видела, они попадаются. То есть это люди-коллаборанты. Это те люди, которые идут против интересов своей души и как бы, неосознанно, служат, этим врагам своим Мгм. же. Вот. Я передаю в это пространство, а, Ой, и говорю, благодарю. чтобы Людмила осветила своим светом. Вот оно как-то опускается, что Людмила решила, уходит вот это кольцо с головы, чтобы Людмила очистила все ее энергетическое тело во всех измерениях, временах, Мгм. вот, и очистила сердечную чакру и все остальные от этих чужеродных энергий. Она взлетает как истинный ангел и Хорошо. ничего общего с этим ангелом кшталтом не имеет. Э, Я передаю, чтобы она это все отправляла на аннигиляцию, и вот эти как звездочки были, тут как колышки, где эти были, как Ага, сетка. гвоздочки. Ага. Да. Пусть отправляет все.
О, как Туда вниз. интересно, ты сказал гвоздочки, а по-польски, мне что-то по-польски идет оно, гвоздочки, гвязды, это звезды, и оно как совмещенное гвоздь и звезда. Мгм. Вот, оно все вот уходит в портал на утилизацию, пространство Людмилы вот так колышется, как будто в нем многовато воды, так, поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она сейчас сделала ревизию, и вот эти чужеродные энергии, она вот так поднимается вверх, а вот это что-то, как будто чужеродная вода какая-то, жидкость, Мгм. оно у нее вот так как будто лежит там кто-то. Сейчас я посмотрю. Посмотри, Виктория, кто там лежит. Вот так, ноги в секторе интерферентов, а голова в секторе магии. Ага. Считывается инструктор, Инструктор. как программа. Мгм. Вот, и Что от это? него в голове, сейчас я рассмотрю, Мгм. как будто бы какая-то что-то там переливается у этого инструктора, и от этого идет в сектор принятия решений и жертвоприношения, где жертвенные решения, то есть не на пользу себе. Инструктор, так, что это за инструктор? Да, какие свойства этой программы? Я слышу вот так, как будто бы кто-то идет, делает шаги, и слышу так: обличить себя. То есть не программу, а себя. То есть, образно говоря, накликать на себя беду, Мгм. наговорить на себя, и какое-то решение там есть. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я вижу там, вот этот, пастор, который ее вот так стучит по голове и забивает ее, как гвозди забивает, в дерево. Вот так он ее забивает там, Мгм. а она наговаривает на себя. Так, что она говорит? Сейчас я посмотрю. Ну, в общих чертах она как будто бессильная, безвольная, как будто бы от нее ничего не зависит. Но выполняет вот эти программы, типичные программы жертвы. Ну, Мгм. я так слышу, коллаборант. То есть это вот эта программа коллаборант так работает. Мгм. Так, а где же Воля подевалась? Людмила. Да, Людмила, включайте волю свою. Ну, я хочу Эт посмотреть, где она ее потеряла в том моменте, когда Давай вот он посмотрим. стучит. Посмотри, Виктория. Я вижу, она восхищается вот этой басней, обещанием быть ангелом. Мгм. Там сильнейший идет гипноз по-нашему уже, да? Скажем так, Мгм. по-научному. Внушение, гипноз, обман. И она вот сама выбирает, и я вижу, как из сердечной чакры она достает вот эту светящуюся субстанцию. Это Мгм. желание. И вот оно, вот там, где было посвящение, вот она садится, и она садится как будто бы на такую колючку, а под попу она ложит это свое желание. Мгм. То есть свою энергию сюда она отдает, и образуется вот этот силуэт, который лежит у нее. И переходит ее же энергия вот в голову, в седьмую чакру, скажем так, этого силуэта, Мгм. и очутилась в руках этого дьявола, я слышу. А там уже этот символ, который бежал с этим копьем, то есть этот дух уже схватил эту энергию в свои руки
Мгм. То есть ее воля ушла в противоположную сторону. Ее воля тогда ушла подчиниться, я слышу, контролирующим программам. И ее решение было стать подконтрольной. Мгм. То есть она, как бы ей показали эту картинку, а, Мгм. типа будущего. То есть это заманушка такая. И Мгм. она туда раз, дала свою энергию, но это было ложно, это ловушка. Мгм. Виктория, считай информация. Какова зацепка? Почему она пошла в эту евангельскую школу? А где зацепка? Мгм. Я вижу, что, ну, мне так идет. Я не хочу никого обижать, но мне так идет, что перед этим я вижу, как она поклонилась перед этой иконой, что она искала себе выгоду, а не какие-то духовные высшие ценности. То есть вот так идет. То есть, Мгм. то есть А что выгода это для за себя. выгода? А какой выгоды она желала? Ради какой выгоды? Ну, вот там, где она стоит перед этой иконой, типа какая-то, как зеркало. Мгм. Я вижу, она собирает там такие маленькие копеечки, такие, как медные. Буквально там несколько штучек. То Мгм. есть какие-то материальные выгоды. Понятно. Так, покажи эту ситуацию Людмилы. Я ей показываю. Ну, это, знаешь, это же обычно так и бывает, и они на это и ловят. Мгм. То Мгм. есть не высшие духовные ценности, а наоборот, вот придите к нам, мы вам поможем, придите к нам, будет вам это. То есть на этом все и построено. То есть э, э, привлечь на какую-то эту. Ну да, замануха. Да, да. Спроси у Людмилы, видит ли, чем приходится расплачиваться за эту выгоду. О, я вижу, она это осознала, и она эти копеечки, это, знаешь, как крошки, Мгм. которые Лазарь там с этой басни, знаешь, библейской, который там со стола этих господ словила. И эти копеечки, это как дверцы открываются, и оттуда она забирает свой потенциал. Я ей передаю, чтобы она отменила это вообще вход в эти и крещение в эту христианство, Да, католическую. Мгм. католическую церковь, чтобы она отменила это. Вот вижу это как в Риме, этот дом такой большой, где этот Папа Римский с этой Мгм. колоннадой. Она это выкручивает, буквально как отламывает. Я ей передаю, что она расторгла уже давным-давно все эти контракты, чтобы она запрещала кому-либо вторгаться в ее пространство, вернула всю свою волю. И Мгм. вижу, она так прищуривается. А я всегда думала, почему Людмила так глаза закрывала раньше. Сегодня нормально говорила с нами. А раньше, когда читала, так она глаза закрывала. Почему? Я смотрю, у нее вот это точно как это. И она так, эти прищуренные глаза, и она вдруг смотрит в сектор будущего и в сектор первоисточника. Из ее глаз как какая-то вода вытекает, такая густая, как холодец Мгм. такая. Вот. И эта штука тоже отпадает. Я ей передаю, чтобы она обратила внимание на интересы ее божественной души, и чтобы она забрала все ее энергии, весь ее живой потенциал к жизни, к процветанию со всех тех мест, где она теряла. Мгм. Пусть призывает все частички души, потенциал, энергию, призывает
очищает, чтобы к ней вернулась только ее, согласно ее эфирной ДНК, данной ей Первотворцом. Она это делает, и я вижу, что этот силуэт, который держал эту икону, знаешь, как зеркало, уменьшился, исчез. Она вернула свой потенциал. Мгм. Хорошо. Посмотри, Виктория, отменила ли она вот это решение наговаривать на нее же? Ну, это в ней даже сегодня проявлялось, когда она как Да. бы обличает себя и прикрывает программы. Вот. И я ей передаю, чтобы она вернула весь ее потенциал, и служить человек должен интересам своей собственной души, потому что собственная душа– это часть божественного сознания и часть божественной материи живой Вселенной. Если человек заботится о своем счастье, значит, он заботится о счастье всех. Вот. Мгм. Хорошо. Пусть она отменит вот эти все ее решения наговаривать на нее же, решение становиться подконтрольной. Да, я ей передаю, чтобы она сейчас посмотрела и осознала, кто на самом деле силу имеет, чтобы она посмотрела, какая она огромная в эфирном пространстве, и как эти все интерференты превратились в мух. И она вот так хлоп, и вот эту штуку, эту конструкцию, где где решения вот эти неправильные превращали ее в служительницу этих интерферентов. Она это Мгм. отрывает, и я вижу, как это было привязано к третьей чакре, как кольцо начинает кружиться. Я ей передаю, чтобы она зашла во все эти моменты, где она вредила себе и своим детям, и Мгм. отменила все те события, где она перебросила карму неосознанно на свой род, на своих детей, и чтобы она все эти моменты отменила. Она это сделает, и как дыхание такое пошло, она вернула свое дыхание жизни, вот оно вернулось из сектора интерферентов. Мгм. Хорошо. Вот. А сама поднимается вверх, и я вижу, как вот этот силуэт был, как этого сатану там раскопали, а он там дышал. И почему-то у нее вот он как бы держится ноги к ногам. То есть ее ноги, стопы, а его стопы, и он так головой вниз. Сейчас я Мгм. хочу посмотреть, какие завязки и зацепки. Мгм. Да, что-то идет как будто бы связывать. Какие-то энергии красные идут от сектора интерферентов к сектору магии. Сейчас я посмотрю. Кто находится в секторе магии, приказываю проявиться. Вижу, это какая-то конструкция, никого конкретно не вижу. М, Слышу, что это вот красная нить, это как какой-то пьедестал. Пьедестал, Мгм. история. Сейчас я хочу посмотреть, когда впервые в пространстве Людмилы это появилось. Мгм. Посмотри, Виктория. Она говорит, мой объект желания, вот так сказала. Так, а пусть она покажет, кто это объект ее желания. Так, сейчас проявляется, я вижу, как большой шар с ее лицом из сектора миссии. Мгм. А здесь как такая вот полоска. Сейчас я посмотрю. Она как-то связана с этой
что это такое. Сейчас я посмотрю. Мгм. Она как будто лицом вот так стоит перед другим пространством. Считывается параллельное пространство. Там я вижу в этом параллельном пространстве снова эту стеклянный силуэт этого. Почему-то я вижу как стеклянный, а слышу мраморный. Вижу этого ангела. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это. И она показывает в основании ног. Так, сейчас я посмотрю, что это такое. Мгм. Она говорит: «Мой божественный лик». Мгм. И вижу, она идет на физике. Такая дорожка, и она как будто а там стоят такие пьедесталы и такие статуи. Мгм. Она идет, вот как в этом воплощении. Как будто бы у нее платок какой-то на голове, она вот так идет и смотрит. Там какая-то. Сейчас я ее остановлю и спрошу, что она ищет. Мгм. Она говорит, что она ищет, говорит, мой божественный лик. Мгм. Так. Это статуя она ищет, Виктория? Сейчас я посмотрю. Мгм. Я говорю, что она на самом деле все знает, чтобы она нашла, что это. А я вижу, что вот это в Риме, куда ее привело, вот, она там вот показывает в основании какой-то там статуя такая большая и такой, как столбик, квадратный, по-моему, да, как пьедестал. И она показывает, что там кто-то есть, там кто-то похоронен. Мгм. Виктория, что это за статуя? Как она на физике обозначена сейчас? А я слышу надгробие. Мгм. Надгробие. Так. Вот. Я вижу Кого? только, вот идет только этот пьедестал, а под пьедесталом как кто-то лежит. Мгм. Вот она лежит там, она лежит, как вижу, как такой маленький, ну, не как ребенок ангел, а просто маленького размера ангел. Руки вот так скрещены, крылышки тоже под спиной скрещены. И от них Мгм. идут такие, как этот кадуцей. Крылья вот так закручиваются в веревочку. Я слышу Вельзевул. А в секторе магии я вижу, что делается какой-то ритуал. Мгм. Там к этой душе вот так идет несколько фигур черных, и они склонились Мгм. над чем. Так. Так, кто это склонился? Приказываю ему назваться. Кто он такой? Я вижу, что это такой храм, убранство такое, как церковь, храм, золота много. И один священник вот так как бегает туда-сюда, что-то носит. Мгм. А в нем этот дух Люцифера, и так звучит Люцифер. И Мгм. я слышу, что он ищет ее божественный лик. И она вот постоянно показывает. Вот так, из сектора миссии. Мгм. А сейчас я посмотрю, что это такое божественный лик. Посмотри. Это я слышу идентификация.
божественной сущности. Ну, вот это, как ты говоришь мне, считать эфирное ДНК. То есть Ага. каждый имеет как отпечаток пальцев, идентифицирует только его среди миллиардов всех других. Точно так же группа крови не повторяется. Это не 4 группы крови и не 8, а столько, сколько людей. То Мгм. есть это очень все индивидуально. Каждый имеет свою собственную форму, скажем так. Так, я этому священнику, Виктория, приказываю отвечать, что он ищет, вот этот идентификацию, божественный лик, что именно он ищет на физике? Что это, предмет или... Я вижу, что он берет, это какой-то ритуал, он берет ее часть энергии и поставил ее в такую урну. Вот это, что я видела, как бочка какая-то. А сейчас мне идет урна. Урна, где прах мертвых хранят. Мгм. Так, а что там, вот этот, часть энергии, что на материальном плане соответствует этой части энергии? Это ее решение. Я слышу подчиниться, подкаблучник. То есть она как подкаблучник. Вот эти программы Подчиниться. подчинения, они как раз и отдают вот часть энергии. То Мгм. есть только решение человека дает возможность дать энергию или забрать. Так, а вот, э, энергию, которую идентифицирует, вот эта часть энергии, когда, при каком решении Людмила потеряла эту часть энергии? Я слышу поклонение дьяволу. Я вижу эту ситуацию, когда она вот как поклонилась так, что она как будто бы на четвереньках стоит перед этой большой иконой. А эта икона как бы как зеркало. Знаешь, есть такие зеркала, которые стоят на земле и такую подпорку сзади имеют. Мгм. Ну, Вот вместо этой подпорки этот вот стоит священник, а в нем этот дух. мгм. Вот, а там на этой иконе красная Так. такая икона. Мгм. Мгм. Как считывается эта икона, Виктория? Как она называется, может быть? Ну, я не вижу там, что эта икона, оно идет как икона, Мгм. а, объект поклонения, преклонения, но там какая-то жуткая красная морда с Мгм. ртом открытым, а Мгм. где сердце, там такой провал. А на физическом плане что нарисовано на этой картине? Ну, это, вероятно, не конкретная картина, а это ну, как бы образ идет ее поклонения, считывается мощам, Хм. смерти. Так, а что на физике конкретно произошло, когда она вот поклонилась? Что На это за физике событие? она поклонилась. Просто перед картиной в этом храме? Выглядит оно так в эфирном плане, что она вот так, эти черные энергии ее как бы заполонили всю, и Мгм. ее просто так бум, и она как упала, и на четвереньках вот так лазит по этому полу Так, а и что как бы за энергия? собирает что-то. Это дух Вельзевула, вот этот, который держит эту икону. Мгм. Он так и идет, преклонение перед смертью, перед духом смерти.
Так, спросил Людмила, видит, что эти духи вот на нее, как говорится, насели на нее или вот куда она зашла, видит она, что происходит? Это ее решение было. Мгм. Так я вот смотрю, что это там собирает по полу. Что Я вижу, это собирает? гвоздики. Она вот Мгм. ртом эти гвоздики собирает и себе вот в это пространство вот так втыкивает. И образуется вот это, а, как кошелка такая, как сетка. Мгм. А там вот эта икона с ртом с таким, а этот рот, и он тоже имеет такую портал открытый и такая сетка. Мгм. Пожирает. Ясно. Так, а вот этот священник, который собирает, там урна была, божественный лик, вот этот. Это другая ситуация уже, да. Мгм. Хорошо, от этой ситуации пока отсоединись. Заморозь вот эту ситуацию с этой, Которую. с этой картины, где она гвоздики вот эти Мгм. собирает. Да. Мгм. Давай посмотрим, вот этот священник, э, вот этот божественный лик ищет. Он берет ее божественный лик, то есть ее эфирное ДНК, попросту говоря, Мгм. ее идентичность, складывает ее живую душу, еще другими Мгм. словами, и ложит в эту урну. И сейчас я посмотрю, что происходит. И в этой урне происходит как какой-то ядерный взрыв такой, такой такой вот это. И восстает, я слышу, из мертвых Так, какой-то кто? этот дух восстает. Что это за дух? Я этому духу приказываю проявиться в соответствии его эфирным ДНК. Появляется дух Вельзевула. Понятно. Ну, дух вот этот, дух смерти, Мгм. Мгм. разрушения, Мгм. порабощения. Так, понятно. Так, контракт какой-то Людмила заключает с этим духом? М, Я слышу слово 11 и вижу, что какое-то идет посвящение. Она стоит как невеста, у нее на голове 11 звездочек горят. Мгм. Ей как корону эти священники одевают на голову. Слышу Рим. Мгм. Римское папство. И вот это слово идет изуит. Вот. М. Так, что это посвящение? Виктория, читай информацию. Я вижу, что она посвящается, и у нее она как будто бы невеста стоит, но у нее появляется такой вот какой-то, я слышу, щит, белая полоска. Мгм. Превращается, она одевает как будто вот руки одевает, как такую одежду, где такой крест белый. Мгм. И смотрю на этот крест, и я слышу Люцифер. Так, что на физике, Виктория, происходило во время этого посвящения? Крещение ее, вероятно. Я вижу, что идет причастие, ей что-то ложат в рот. Мгм. Ага. Эти ПП, НП, прос, что-то такое. Мгм.
Так, хорошо. Давай посмотрим на этот контракт. Пусть она достанет этот контракт, покажет тебе. Она достает, и там он разделен так на две части, на белую и красную. И я слышу выгода. Мгм. Там идет как, сейчас я посмотрю. Он вот так белый с одной стороны, как гипноз, с другой стороны красный. А на нем вот так написано выгода. То есть сознательно она что-то там или подсознательно. Мгм. Так, что это за выгода, Виктория? Как в контракте? Мгм. Я вижу, как со стороны этих священников, они как будто бы такие мешочки ей передают. И на каждом мешочке нашит такой крест белый. Мгм. Вот. А что в этих мешочках? Так, а потом эти мешочки перемещаются в сектор будущего. Так, я слышу продажа интересов Бога. Мгм. Так, какие интересы Бога? Что? Что это за интересы Бога? Ну, какого Бога и от кого это пошло? Кто это Мгм. сказал? Да, продажа. Я вижу, что это в секторе подписания контрактов на уровне колена. Там такая морда, как черта, такая приглашающая. Это оттуда пошло, это он сказал. Какого Бога? Мгм. Какого Бога приказываем отвечать? Он показывает на сектор будущего, на сектор первоисточника. Мгм. Так, а что за интересы первоисточника? Он показывает, как снимает такую крышку из головы у Людмилы и достает сияющий разум и забирает. А вместо этого какие-то, как кольцо, сделано с таких крестов металлических. Мгм. Понятно. Так, а кольцо как считывается? Ну, Как? считывается как обрамление или как забор, рамка. Мгм. Так, какое воздействие осуществляет это кольцо с крестами на Людмилу? Но я вижу, что в ее зрачках тоже эти черные металлические кресты, и они все вот так уходят в сектор интерферентов. То есть перенаправляется внимание, я слышу ужесточение. Мгм. Так, ясно. Хорошо, Виктория. Я приказываю всем сторонам контракта проявиться согласно их эфирной ДНК. Ну, в секторе магии эти колдуны, священники, в секторе интерферентов проявляется огромный спрут. С Мгм. такими этими его щупальцами, они так закручены в кольца вокруг ее правой ноги, правой стороны, и где сектор магии, и вот так как-то боком. И глаз такой, как этот, я его закрываю, Закрывай. замораживаю. Мгм. Так. Хорошо. Считывается как сознание Люцифера. Мгм. Понятно. Да, Виктория, посмотрим на контракт, на что согласилась Людмила. Ну, появляются вот эти мешочки Мгм. с Продажи, крестами. продажа интересов. Да, то есть это служение, ну теперь понятно мне стало, это вот служение дьяволу. Мгм.
а не первотворцу, первоисточнику, а взамен обещание чего-то там. Потому что я не вижу, чтобы в этих мешочках что-то было. Они как пустые просто. Мгм. Так, она отдает ее сияющий разум, и получается вот это кольцо с крестами. Это Что-то импланты, да, это уже ага. программы, Что убеждения. да. Что-то еще в контракте есть, Виктория? Ну, я уже несколько раз услышала вернуть мою душу. Мгм. Так, это чье желание? Это ее желание идет. Я вот слышу из сектора миссии, и я вижу, что часть ее души была смешана с какими-то мощами, чтобы их типа наполнить жизненной энергией. И под каким-то этим памятником. Какой-то памятник какой-то стоит с такой шпагой или копье какое-то. Ну, это мужчина там стоит, а внизу как будто часть ее души. Так, ладно, уже нету времени это расследовать. Так, спроси у Людмилы, хочет ли она отменить это посвящение, разорвать этот контракт, освободить душу. Да, она хочет. Я вижу, что она стоит, как будто вот эти звездочки, почему-то идет 11, и у нее спереди вот эта вуаль. И сзади, и спереди вся вот эта вуаль на глазах. И, Мгм. она достает этот, контракт. Я вижу, как она раздвигает его. Вот это красный цвет, что агрессию характеризует. Вот она отменяет это посвящение, выходит у нее изо рта вот эта просфера, как тело, Мгм. а оно имеет, я вижу, отношение к генетическому загрязнению мертвыми энергиями. И она топчет этот ритуал, снимает эту вуаль, она как Мгм. каменная. Я ей передаю, чтобы она приказывала всем интерферентам убирать их же руками все их воздействия, Мгм. и чтобы она отменила на всех уровнях, во всех воплощениях любые соприкосновения с антимиром, и чтобы она сейчас, ее рациональная часть, уже много раз отменяла и каждую секунду отменяет посвящение в эти ордена. Это ложь, провокация, и пусть эти все колдуны забирают за их магию и ложь карму, и чтобы она отменяла это решение. А, Вижу, как этот здание этого под Мгм. полукругом так стоит. Оно вот так уходит в сектор магии. Вот я только подумала, чтобы Людмила сожгла все эти энергии чужеродные и отправила на полную аннигиляцию. Я вижу, как она вышла с этого шара взаимодействия с антимиром, и от ее ног вот отклеивается этот символ Сатаны. антимира. Мгм. Да, она поднимается вверх, и вот так ногами, как в сектор первоисточника, и там вот зашкварчали ее подошвы, Мгм. и отвалилось от нее такое, как красные такие штуки, и ушли. Я ей передаю, чтобы она полностью очистила все ее сознание. Вот она отменяет в секторе принятия решений, чтобы она наполнялась энергией. И она так вздыхает на полную грудь. Мгм. И энергосфера стала такая легкая. Я ей передаю, чтобы она наполнялась внутренней силой, энергией, чтобы она забрала, вернула все ее частицы души, ее сознание со всех тех мест, где она их теряла, Да. и вернула, возобновила свое божественное я, ее вернула ее эфирная ДНК, ее божественное лицо, и запретила считывание ее эфирного ДНК. И я вижу, как этот памятник упал. Мгм. Отлично. Он упал, а, и ее душа с этой капсулы, эта частица выходит,
Мгм. Вот, и Хорошо. буквально вживляется в нее, соединяется. Она радуется. Я ей передаю, чтобы она проверила все ее сердечные чакры, все ее центры, Мгм. ее энергосистемы, возобновила ее гармонию, радость, счастье. И я вижу, как этот жезл от нее отпадает черный, Мгм. где в этом Кажется. памятнике был. Мгм. Да. Да. Пусть она также отменит ее решение у иконы преклонять поклонение вот этому дьяволу. Пусть Ну, она я вижу, что откажется. она ее, Почему? эту икону просто разорвала надвое, Мгм. топчет, все ногами топчет. И я вижу, как срывает крест э, как будто петля была, и крест такой откуда-то взялся. И она его снимает. И Хорошо. она его сняла, и вот так как будто бы повесила справа. И вот как ее там толкали, вот так тук-тук-тук в землю как будто. И она, я вижу, как заталкивает этот крест, этот символ. Вот. И все, она поднимается сейчас выше, выше летит, как ангел, Мгм. выше в Пусть она, пространство, да. пусть она призывает силу кармы за все эти воздействия на нее. Пусть отдает. Тут видишь, какая ситуация. Карма, Мгм. они так все устроили, что человек сам все принимает. Все эти решения самостоятельно. Ну да, тогда приняла, теперь пусть отдает. Да, за ложь, за обман, за подставу. Мгм. Мгм. Хорошо. Хорошо, Виктория. Поднимаемся максимально вверх. Да. Пусть Людмила скрупулезно проверит все ее чакры, органы, ее связи. Пусть очистит полностью от всего чужеродного, отправит все чужеродное сожгет и на аннигиляцию, а ее тело наполнит ее истинными энергиями жизни, гармонии, любви. На счет 3 это все произойдет, и ты войдешь в тот момент, когда она это все сделает. 1, 2, 3. Ну вот ее энергосфера сияющая, легкая. Мгм. Все хорошо. Да. Замечательно. Я вижу, как идут эти процессы очищения. Я говорю ей, чтобы она вошла в тот момент, когда она будет абсолютно чистой, гармоничной, красивой, успешной, здоровой. Пусть она все свое счастье вернет себе, удачу, богатство, славу божественной чистой души и остается в этих пространствах всегда. Мгм. Так, делается на это. Да, Мгм. Так, сейчас она чистая. Пусть она родит своего сына Леонида чистым. Пусть она это сделает. мгм. Пусть она передаст ему информацию о ее освобождении. Да, и я ей передаю, чтобы она почистила все ее имущество, ее дом, все ее окружение. И вот Мгм. эту собаку, пусть она ее тоже почистит и приказывает интерферентам убирать с этой собаки весь негатив. Мгм. Вот. И пусть она себе поменяет жилье, купит новое и продаст это на самых выгодных условиях. И пусть купит себе на самых выгодных условиях новое, красивое, хорошее жилье, где бы она была счастлива. Да, пусть она сделает это в своем будущем. Так как, да, самый лучший вариант пусть она выберет и сделает это. Мгм. Хорошо. Так. Ну хорошо, Виктория. Уже надо отдыхать тебе. Мгм. Так, поднимаемся максимально вверх. Да.
Спросил Людмила, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она вот так показывала. О, отлично. Отлично. Хорошо, тогда прощаемся с Людмилой. Да. Мгм. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да, все хорошо. Мгм. Наполнись энергией любви, жизни, гармонии. Мгм. Хорошо, Виктория, я посчитаю от 1 до 3. Ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Много всего информации, такой что-то собралось много. Такое Мгм. впечатление, что что-то еще можно было там раз это. И это сердце, и этот удар в живот, это оно как-то, я не поняла, оно связано как-то или... Связано все было, да. То есть, Ага, я смотрите, пока вы там искали причины где-то в другом месте, поняла. все главное было на этих, посвящениях. То есть это ваше решение было. То есть, программы Ну, всегда так работают, что кто-то виноват, где-то там что-то, какие-то детали, а самое главное упустить из вида. мгм. М. Мы разобрали даже это самое первое мое посвящение в Риме, да? Или как? Да, да. То есть оно так работает. Если у вас не это же все только от воли человека зависит. Почему, у одних получается все за один раз, Мгм. а у других не получается? Потому что все зависит от воли. Как работают эти программы? Это, ну, как это можно объяснить на пальцах? Ну, например, если в чистую воду, в баночку налить там каких-то чернил. И чем больше чернил, тем больше нужно фильтров поставить, чтобы очистить эту воду. Вот точно так же и мы. Этот дух демонический, да, эти программы, это все, это как чернила эти, которые отравляют наше чистое пространство. И когда не хватает воли, чтобы осознать какое-то наше решение, мы не должны обращать внимание на них. Мы должны обращать внимание только на наше решение, а что я предпринял. То есть это мы не можем ничего сделать в пространстве других людей или вообще все, что лежит вне пределах нашего сознания, оно к нам не относится. То есть, а какое решение я приняла, что я могу сделать, какая моя личная ответственность. Когда мы осознаем, что это я приняла решение, так это классно, тогда я приняла решение, а сейчас я отменяю это решение. Все зависит только от меня. Совсем другое дело, когда хоть какими-то частями нашего сознания, фибрами души мы начинаем подчиняться этим программам и думать, и говорить, что вот кто-то мне в чем-то виноват, кто-то мне что-то сделал, а дать им карму. Да, они быстренько перебрасывают карму обратно. Потому что как только человек признает, что от него что-то не зависит, что это кто-то что-то сделал, все, включается вот этот механизм защиты программ, и все возвращается обратно. Чтобы этого не было, ну, представьте себе, вы же вот это, ну как на пальцах это показать? Ну вот лезет муравей, а вы человек. Теперь я уже немножко поняла, но еще там 10 лет, 20 назад, ну, не говорю Не еще имеет значения, что было 10 и из 20 лет этого назад. этого ничего Забыли. даже, ага. Нет, Люда, это снова вы себя сами блокируете, снова против себя работаете. Смотрите, что мы сделали на сеансе. Смотрите, вы зашли с моей помощью и с помощью Жени, зашли своим теперешним сознанием 10 лет назад, в тот момент, и там произошла эта работа. Эта работа не здесь произошла, это произошло там. То есть вы наполнили своим сознанием и осознанием теперешним прошлое. Вот весь смысл нашей работы, чтобы Мгм. теперь мы решили
И это решение мы перенесли туда, где было совершенно другое решение. И вы это сделали. А теперь вы это аннулируете и говорите: нет, 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 это я сейчас так Нет, я, думаю, а я тогда я так не другое. думала. Хотела сказать другое, что я это была неграмотная. Не надо Теперь оправдывать себя, не оправдывайте. Вот это защита, вы снова включаете защиту этих программ. я уже не знаю, как говорить, если что-то. Никак не Я говорите. не хочу никаких программ, но не Смотрите, знаю. То, Людочка, что было, я получается, ничего не учу говорить одни никогда. двойки, как говорится. Давайте. Никаких оправданий, не надо себя оправдывать. Есть только факт. Вот это истина. Факт. Я приняла посвящение. А какая я была грамотная, неграмотная? Мы все были неграмотные. Знания тогда не было. То есть не надо оправдываться. То есть я сделала это, я приняла решение, а сейчас я решение отменяю. Вот именно, когда мы апеллируем фактами, тогда идет сбой матрицы. Почему? Потому что она запрограммирована таким образом, чтобы защитить себя. И когда мы не идем по ее алгоритмам, не защищаем эту программу, не ищем оправдания, вот тогда она ломается, и тогда разрушается эта магия взаимодействия. Поэтому должна быть конкретика, есть факт. А все, что больше, смотрите, как в Библии написано. Говорите «да» или «нет», а все, что больше, то от лукавого. Что это показывает? Это показывает все тот же принцип психологический, все тот же принцип, как работают эти программы. Да или нет? То есть вы соглашаетесь или вы отрицаете? И не надо большего вот это рассусоливания и большего вот этого, потому что получается так. Аспекты можно зачитать за 5 минут, и они будут конкретны. Сделала это, хочу отменить. Сделала это, хочу отменить. Сделала это, хочу отменить. Вот тогда это показатель того, как работает воля человека. Воля человека работает. Я вас не обвиняю. Это вы ни в чем не виноваты. Просто нужно осознавать, что это работа, которую нужно сделать. Кто-то, это как, знаете, как по шоссе едут машины. Одни едут на Мерседесах, на Феррари, там 220 Ну, километров. я думаю, я отменила, я не сомневаюсь, что я отменила. Вы Да, меня не поняли немножко. Ну, нету времени говорить. нет, я думаю, что я вас поняла, потому что я же слушаю, как вы читаете аспект, я же понимаю, что, то есть, Мне нужно много работать, много, я так это уже всем нужно, я о чем говорю, кто-то выехал в 6 часов утра, а кто-то выехал в 12 дня. Но все в своей скорости, все приедут в это место, куда они все едут, если они едут в одном направлении. Кто-то быстрее, кто-то дальше, кто-то раньше выехал, кто-то позже. Это не имеет значения. Не надо себя с кем-то сравнивать. Просто нужно осознавать свою ситуацию, потому что мы все хотим, чтобы у вас, наконец, все было хорошо. это я уже думаю, Потому что очень много наших э, клиентов, они пишут настолько, иногда я даже плачу, потому что плачу от радости, потому что насколько все поменялось в жизни. И люди у очень меня тяжело много всего. работали. Да. Уже так что видите, по сеансам даже все разные ситуации, всего очень много. Так что думаю, я уже наконец пришла. Вот мне тоже кажется, потому что уже прошлый сеанс был удивительным. Я не помню, что там было, но я чувствую так. Казалось, вот-вот уже все. Ну, Да, еще нашлись эти... еще чуть-чуть, да. Да, Ну, смотрите. да. Но еще на вторую тему, они до посвящения добрались. И разорвала все, отказалась, все. Все, то есть без всяких этих самых, никаких апелляций. Все, это мое личное пространство. Вообще никто не имеет права. Это вы свободная душа. Что хотите, то и делайте. Хотите, грешите, хотите, не грешите. Это ваше дело.
Никто не имеет права. Это ваш путь совершенствования. Что хотите, то и делайте. Никто не имеет права смотреть в вашу сторону даже. Не то, что вам указывать, цепляться, угрожать, еще что-то. Это нет. Это так не должно быть. Да-да. Поэтому всю волю Хорошо, Виктория. У нас время. благ, да. Очистятся они, или это наглость Людочка, уйдет. ну вы большая умница, молодец, вы работаете, дышите, продолжайте. Я каждый день дышу, это настолько помогает. Мне даже всякие ситуации приходят с разных воплощений.